Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня будем делать вот такую вот прекрасную подушечку. Я вам обязательно все расскажу и покажу. А вы не забудьте подписаться на мой канал. И если вы смотрите в YouTube, нажмите кнопочку колокольчик справа от кнопки подписаться. И тогда вы ничего не пропустите, потому что вам будут приходить уведомления о моих новых видео. Девочки, я решила попробовать с разными тканями. Вот выкроила это вот, наверное, ситец или, может быть, сатин. Два слоя у меня здесь лицевой стороной наверх, а третий лицевой стороной вниз. Я их расчертила, все свои эти заготовочки для синели. Вот, есть вот такой вот здесь салатовый. Он тоже у меня с изнаночной стороной, то есть два слоя лицевой стороной наверх и один слой лицевой стороной вниз. Вот такую я нашла. У меня какая-то такая очень она ткань сыпучая. Я решила попробовать с ней. Так как здесь особо ни изнанки, ни лица нет, то здесь я не придумывала ничего. И вот здесь вот лен, он у меня прям очень сыпучий. Здесь я сделала 4 слоя. Разлинеяла я все на расстоянии 1,5 сантиметра друг от друга. И естественно, что под углом 45 градусов к долевой нити. И буду теперь прошивать, строчить. Я прострочила свои заготовки. И я хочу сказать, я разметку делала синим карандашом, покупала как мелковый. И он должен был исчезнуть после глажки утюгом. Но что-то он у меня не исчез. Я и нитки старалась подбирать так, чтобы они в один цвет с заготовками были. Но при этом теперь у меня одна надежда, что он при стирке, этот карандаш, смоется. Ну и что я делаю дальше? А дальше я режу между строчками, режу на полосочки все свои заготовки. Я, кстати, не сказала, а вот и строчила я с длиной стежка 1 миллиметр, то есть на единичку выставляла, чтобы крепко все это держалось, поэтому надо как можно меньше ставить длину стежка. И еще я хотела сказать... Я в прошлом видео говорила, что я иголку новую беру, а какую иголку я не сказала. А я знаю, что для новичков любая мелочь будет важна. Иголка у меня 100, универсальная игла. Мне кто-то из подписчиков писал, что берут иголку 100 для джинсы. Но я беру просто универсальную иголочку, и все нормально. У меня все нормально пробивается. Я все порезала в мелкую лапшу и теперь складываю все в этот чехольчик, чтобы стирать, не портить свою машинку, не забивать фильтр. Вот такой вот он застегивает. Ну, у вас у всех наверняка он есть. И все, оно будет вот так вот стираться. Вот постирала я все, и вот это уже все высохло у меня. Смотрите, что получилось после стирки. Я еще не растрепывала их. Вот льняные ткани очень хорошо, они были сыпучие, они очень хорошо растрепались и так. Вот эта зеленая, она тоже была немножко сыпучая, тоже более-менее. А оранжевая практически вообще не изменилась. Но оранжевую я потом уже потрепала. Вот такая вот щетка для укладки волос. И я этой щеткой просто вот так вот начесывала эти свои полосочки, а потом еще раз постирала. Они еще влажные у меня, но все-таки уже видно, как они потрепались хорошо. Конечно, не лучше, чем вот эти вот сиреневые из льна. Они еще не чесанные, и при этом они выглядят очень уже растрепанными. Но они, видите, у меня все как-то завинтились, закрутились. Но после расчесывания это дело все исправляется, как я поняла. Вот такие пушистики получаются. Очень симпатичные. Ну и с другой стороны я тоже так же их почешу, выровняю. Прям красота. Несколько движений и готово. То же самое, я думаю, также будет красиво трепаться вот этот вот зелененький. Главное усилие побольше прикладывать. Я стараюсь не сильно трепать, потому что у меня к столу прицеплена стойка для камеры. И, соответственно, я начинаю сильнее нажимать, начинает качаться стол и камера. Вот. А если вот, ну, на самом деле хорошо они трепятся, уже практически пушистые. Вот, смотрите, уже видна разница между почесанными щеткой и не почесанными. Достаточно быстро получается.
и красота. В результате у меня получилась целая гора вот этой синели. И это всего лишь только половина от того, что получилось. Но я уже решила показать. А дальше я буду делать наволочку. Для лицевой стороны наволочки я выкроила квадрат 35 на 35 сантиметров сиреневого цвета и полосками по 8 сантиметров шириной обшила его. И прежде чем обшивать его, я его клеевой тканью дублерином укрепила. Но лен, сами знаете, он не очень стабильный, поэтому укрепила. А дальше, девочки, мы просто берем нашу вот готовую синель и нашиваем ее так, как нам хочется. Любой узор, который вы найдете в интернете или сами придумаете. Я прям вот узелок сделала и прямо пришиваю. Попадать надо, конечно, в твердую часть, которая не размахрилась, там, где у нас проложен шов. Но это делается прям достаточно быстро. И так прям это все вроде не затейливо, а получается прямо вот красотища. Ну вот ее заворачиваем, как нам надо. Просто пришиваем. Я, кстати, хотела поговорить. Я же знаю, что у меня подписчицы не самого юного возраста. У меня есть статистика, кто меня смотрит. И я хотела сказать, у меня часто спрашивают, ну, не прям вот часто, но иногда в комментариях спрашивают, а где эти ссылки, которые я говорю, что я оставляю в описании? Девочки, описание находится под видео. Вот где вы смотрите экранчик с видео, под правым нижним углом такая маленькая галочка вверх ногами. На нее нажмите, и снизу у вас откроется описание к видео со всеми ссылками, которые я даю. И вы все найдете, все увидите. Такой небольшой ликбез, потому что многие просто обижаются. Вроде обещала ссылку, а не дала. А я дала. Делается все прям быстро. Вот видите, совершенно обычными просто стежками пришиваю вот до туда, докуда мне нужно. И любой совершенно узор, совершенно любой. Я вот это вот даже, я вот здесь вот, где мне надо, я просто обрезала. А эту я даже обрезать не буду, я ее вот так вот заверну и буду пришивать в эту сторону вдоль своего сиреневого квадрата. С изнанки это все вот как выглядит. Ну, вышивка синелью. Я, если честно, просто голову сломала. Я же вижу в интернете картинки, ну как они это делают, такую красоту. И вот, наконец-то, я теперь знаю и вам все показываю. Оказывается, это все несложно. Эту дошиваю. И вот мне надо следующую. Я просто беру следующую полосочку и ее также пришиваю сюда. Пошла дальше. Вообще лучше всего, конечно, получаются вот эти вот махровые. Но из того, что я попробовала, вот эти вот синельки, самые махровые, получаются из льна. Потому что он сам по себе, зависит, конечно, от ткани, но чем более рыхлая ткань, чем более сыпучая, тем лучше получается синель. И, конечно, лучше использовать натуральные ткани. Вот, и так я продолжаю. Я так рада, что я решила делать такую подушку. Мне она так нравится, просто безумно. Такая прям, она прям нежная, мягкая, приятная. Просто вообще обалдеть. Мне хочется к ней прижаться и не отжиматься. Очень мне нравится, девчонки. Такая красота получилась. Делать, в принципе, несложно. Синель эту нарезал, потрепал чуть-чуть и пришивать быстро. Вообще, у меня получилось, я один вечер потратила на то, чтобы настрочить. Так у меня сколько еще осталось для будущих проектов. 4 заготовки я прострочила. И один вечер на то, чтобы все это дело расшить. Легко и главное, что это понятно и просто. Как это делается, понятно. Я еще буду делать точно совершенно. Если вам понравилось это видео, было полезным, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.